этих точках молчат врачи. И это те самые точки, которые полностью отвечают за весь наш организм и наше настроение и состояние. Друзья, это точки центральной нервной системы на вашей ладони. И они находятся на указательном пальце левой и правой руки соответственно. Друзья, сейчас я вам покажу, где находятся эти точечки. Первая точка – точка гнева. По энергии в суджок-терапии, по кругу Син – это энергия ветра. Вот здесь. И, соответственно, по эмоциональному состоянию – гнев. Вот здесь находится на кончике большого пальца. Это точка. Первая наша точка. Вторая точка тепла, жара, счастья и радости. Она находится вот здесь, посередине верхней фаланги нашего пальца. Это вторая точечка наша. Она отвечает за счастье и радость. Третья точка, друзья, это точка влаги. Влага отвечает за тревогу, тревожность. Следующая точка сухости, она буквально рядом находится вот здесь. Сухости, печали. Также эта точка отвечает еще за силу воли. Тех, у кого есть какие-то зависимости, вы можете поставить себе точку, она будет вам помогать с этим справиться. А также, друзья, если у вас есть какая-то цель и у вас не хватает нервов на выполнение какой-либо цели, вы также можете поставить, это будет вас заряжать больше энергией, уверенностью и стабильностью к достижению этой цели. Также, друзья, следующая точка, точка страха. Вот здесь она находится, она отвечает за страх. Друзья, все эти точки вы можете ставить вот так вот на меридиане центральной нервной системы. Она проходит вот так вдоль всего пальчика, выходит на указательный пальчик. Здесь точки, они идентичны точкам на левой руке. Можете ставить их на ночь, утром, в день, как угодно. Единственный момент, когда вы их ставите, вы в голове своей прокручиваете, для чего вы их ставите. То есть, если это нормализация там, вашего психоэмоционального состояния, либо же против стресса, вы можете поставить эти точки в голове, держите, что ставлю против стресса. Если вы хотите там, поставить эти точки для того, чтобы там, быть бодрым и бойким с утра, и у вас много задач различных и физических, и умственных, тогда ставьте на ночь, к примеру, с таким вот внутренним посылом. И они будут вам действительно помогать. Работают они достаточно быстро, друзья. Это проверенная практика суджок. Кто хочет о ней чуть больше узнать, и что такое круг Усин, который я упомянул ранее, вы можете подписываться на мой телеграм. Ссылочка в описании к этому видео. QR-код на экране. Подписывайтесь, пожалуйста. Там я рассказываю то, что не говорю здесь в YouTube. Так, и, друзья, еще хочу вам показать несколько точек вспомогательные, которые также вам помогут нормализировать работу вашей гормональной системы, потому что за гормоны, за все отвечает наша нервная система и в целом за все процессы. Поэтому точечка тревоги, очень важная точка, она находится на проекции желудка. Это желудок отвечает за точку тревоги. Вот здесь вот, друзья. Ну, как мы все знаем, например, если мы тревожимся, кто-то чересчур много ест, кто-то не ест ничего во время тревоги. Это вот как раз и отвечает за это все наш желудок. Следующие вспомогательные точки поджелудочной железы, она находится вот здесь. И селезенки, друзья. Это вот три точки, которые помогут вам справиться с вашей тревогой. Попробуйте, вы можете поставить их и почувствуете буквально через 15-20 минут уже ощущение спокойствия. Так, друзья, следующая точка, точка тонкого кишечника, это у нас радость. Вот здесь. Она находится посреди ладони. Следующая точка сердца находится на подушечке большого пальца. С левой стороны получается это вот здесь, чуть левее, где у нас находится сердечко. Она отвечает за счастье, радость, счастье. То есть вот так вот, друзья. Следующие две точечки я вам хочу показать. Это точка проекции почек. Она находится одна между мизинцем и безымянным пальцем. Ведем вот здесь костяшечка у нас заканчивается, ямочка такая. Вот здесь находится точка, у нас получается правая почка, а здесь у нас находится вот здесь левая почка. Почему так? Потому что мы переворачиваем лево-право. Вот так, друзья. И еще покажу вам одну точку. Это точка мочевого пузыря вот здесь. Тоже отвечает за страх. Вот здесь она должна стоять. Ну, можно в целом вот так вот нарисовать кружочек. Этого будет достаточно. И также гнев наш. Гнев находится вот здесь, друзья. Желчный пузырь у нас. И наша точка печени
соответственно. Еще желчный пузырь отвечает за суставы и за связки, друзья. Очень важный внутренний орган. У кого его нет, к сожалению, у тех людей чаще всего и есть проблемы с суставами и связками. Итак, друзья, и также еще покажу вот печаль наша. Это левая и правая легкая, соответственно. Точнее, правая и левая. То есть можно две точки поставить. Вот так вот. И точка толстого кишечника. Она также отвечает за нашу силу воли и как бы за нашу печаль. Вот здесь она у нас проходит толстый кишечник, друзья. То есть рисовать полностью не буду. Вы можете поставить на его проекции, в принципе, в этой зоне, в этой зоне, в этой зоне, как удобно. Либо можете нарисовать, если вас это не смущает, прям целую линию здесь на толстом кишечнике. И все, друзья. Вот так вот. И все это подкрепить, наши все точечки, на большом пальце, кончик большого пальца, это головной мозг, центральная нервная система. Всегда в иглоукалывании суджок крайняя иголка ставится в этот палец большой, друзья. Делюсь с вами вот такой вот процедуркой, друзья, таким вот методом суджок. Это цветотерапия в суджок-терапии. Поэтому буду вам благодарен за лайки. Делюсь я с этим знаниями с вами бесплатно, ничего взамен не требую. Пользуйтесь, пожалуйста, будьте здоровы. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне это очень важно. Всем пока.